Нагума был всего лишь 12-летним мальчиком. Однажды, когда он вернулся из школы, его дом был в огне, и знаешь что? Это его отец устроил пожар. Но вместо того, чтобы остаться и разобраться, отец Куши просто сбежал, оставив Куши одного. Так что он остался совсем один, 12-летний Куши, бездомный. Он бродил по терновому городу, пытаясь понять, что происходит. Жизнь была тяжелой, особенно для такого ребенка, как он. Ни дома, ни еды, ничего. Однажды он так проголодался, что просто упал в обморок прямо посреди улицы. К счастью, там оказалась девушка с зелеными волосами по имени Минору, студентка колледжа. Она сказала, что она исследователь. Минору поняла, что Куши в беде, и привела его к себе в общежитие. И скажу я тебе, она приготовила ему вкусную еду. Куши не мог поверить своему счастью. Съев свою порцию, он почувствовал себя гораздо лучше. Минору сказала, что он может сходить в ванную, чтобы освежиться. Куши был в восторге и побежал в ванную. Но когда он открыл дверь, его ждал сюрприз. Там были 3 девушки – Сирена, Кирия и Фрей. Они жили в том же общежитии, что и Минору. Куши был очень смущен. Он поспешно вышел из ванной, но потом бац. Он столкнулся с Тиной, девушкой с розовыми волосами, которая тоже жила в общежитии. Они немного столкнулись и упали на землю, а лицо Куши оказалось в довольно неловком положении. У Тины пошла кровь из носа, и она тут же потеряла сознание. Остальные 3 девочки не могли поверить, как быстро Куши оказалась в такой ситуации. В тот самый первый день Куши познакомилась с бандой из общежития богини в женском университете. Там есть Минору, большая шишка, студентка 4-го курса, которая держит оборону в качестве временного начальника общежития. А еще есть Кирия, крепкий орешек со 2-го курса, которая занимается боевыми искусствами с незапамятных времен. Фрей, она студентка 3-го курса, и она увлекается косплеем и созданием шикарных костюмов. Афина, она первокурсница 1-го курса, и вот что самое интересное, у нее есть особенность. Она разговаривает только с девушками, а при виде парней у нее идет кровь из носа. И последнее, но не менее важное, безмятежная тихая девушка, которая живет на земле так долго, что даже не может вспомнить, когда она приехала сюда. Она тоже немного странная. Немного погодя, Куши рассказывает девочкам о своей сложной ситуации. Девочка-подросток все еще находится в своей комнате, оправляясь от небольшого кровотечения из носа. Куши рассказывает, что у нее нет ни денег, ни семьи, и ей негде переночевать. Он говорит им, что ему не терпится вернуться в школу, но из-за проблем с деньгами он застрял. Именно тогда Минору приходит в голову блестящая идея. Она предлагает им нанять его в качестве смотрителя общежития, поскольку официально у них его не было. Глаза Куши загораются, когда он слышит об этом плане. Он полностью согласен, никаких вторых мыслей. Он готов включиться в работу прямо сейчас. Остальные девочки тоже на борту. Они были бы рады, если бы у них был официальный руководитель, который помогал бы им. Есть только одна маленькая загвоздка: она. Ее комната – следующая остановка для новостей. Они надеются, что она изменит свое мнение, как только услышит историю Куши. Но мальчик, неужели их ждал сюрприз? У Анны его нет. Она очень решительно настроена. Понимаешь, она всегда была окружена девчонками с самого детства. Все школы для девочек, вся семья, женщины и так далее. Она не собирается ничего менять. Если Куши будет там работать, она сбежит. Никаких «если», но или может быть. Куши ломает голову, пытаясь понять, почему Тина так настроена против этого. Она собирает вещи и выбегает за дверь, пока остальные просто смотрят на нее. Минору рассказал Куши о ситуации с Тиной. Понимаешь, Тина никогда раньше не общались с парнями. В первый раз это произошло случайно. Она зашла в комнату и увидела, как ее соседка и ее парень целуются. Этого было достаточно, чтобы она почувствовала себя странно. У нее пошла кровь из носа, и она потеряла сознание. С тех пор она очень неловко чувствует себя рядом с парнями. Минору, думая, что сможет помочь Тине преодолеть страх, решил нанять парня в качестве наставника. Но дело в том, что это не сработало. Тина испугалась еще больше, и ничего не изменилось. Куши, хоть и не мог понять, почему Тина так боится, не хотел забирать у кого-то дом. Он знал, каково это не иметь крыши над головой и голодать. Поэтому он побежал за Афиной, когда она уходила. Он догнал ее и поговорил с ней. Он убедил ее вернуться в общежитие. В конце концов, это был ее дом. Он пообещал, что что-нибудь придумает. Тина вернулась в общежитие, а Куши снова оказался на улице. Он отказался от работы, которая могла бы дать ему крышу над головой и возможность вернуться в школу. И все потому, что он не хотел, чтобы Афина страдала. Его жизнь по-прежнему была тяжелой. Он нашел место в парке, где можно было переночевать. Там было холодно и одиноко. Возвращаясь в общежитие, Афина вспомнила, что Минор говорил о сгоревшем доме Куши. Это потрясло ее. Она поняла, что Куши был настоящим самоотверженным парнем, который отказался от шанса на лучшую жизнь, чтобы Тина не осталась бездомной. К счастью для Куши, который задремал в парке, Тина пришла и спасла его. Она взвалила его на спину и отнесла в общежитие. Когда он проснулся, то почувствовал ее тепло и приятный запах. Куши протянул руку и случайно дотронулся до чего-то. Оказалось, это была броня Анны. У Анны пошла кровь из носа, и она потеряла сознание прямо там. Так что Куши пришлось отнести ее в общежитие.
общежития. Но вот в чем дело. Она наконец-то согласилась, чтобы Куши работал там. Она пыталась быть храброй и помочь Куши. На следующий день Куши с нетерпением ждал начала своей новой работы. Но знаете что? В общежитии был полный бардак, за исключением комнаты Тины, которая была безупречно чистой. Куши решил начать с уборки комнаты Минора. Он постучал в дверь и догадался, во что она была одета, в рубашку, которая открывала больше, чем следовало. Лицо Куши покраснело, как помидор, когда он это увидел, и он спросил, почему она так одета. Минор ответила, что это для удобства. Ну, это помогло ей лучше работать или что-то в этом роде. Куши, весь красный от смущения, сказал, что подождет снаружи, пока она переоденется, и быстро вышел. Но тут, откуда ни возьмись, чья-то рука схватила Куши и затащила в комнату Фрёя, когда он проходил мимо. Фрей, она обожает переодеваться в костюмы, и тут ей выпал шанс нарядить Куши. Она настояла, чтобы он примерил униформу, потому что это часть работы, понимаешь? Она не возражала, если помогала кому-то парню или девушке подобрать подходящий наряд. Пока Куши был в костюме горничной, Фрей попросила его об еще одном одолжении. Она хотела, чтобы он измерил 3 важных показателя ее брони. Он не мог отказать. Это же часть работы, верно? Но, боже, ему было так неловко, он покраснел, как помидор. Пытаясь выполнить это неловкое задание, он случайно потерял равновесие и упал. И угадайте что? Фрей упала прямо на него. В самый разгар этого беспорядка в комнату врывается Минору. Она очень торопится и просит всех выйти из общежития. Что-то пошло не так с одним из ее экспериментов, и все заволокло ядовитым газом. Все трое выбежали на улицу, и Куши очень волновался. Он понял, что эти девушки обычно не задумываются о том, что будет дальше. Поэтому он немного пожурил их, чтобы они были осторожнее. Но потом он понял, что, возможно, был слишком строг, ведь они старше его. Поэтому он быстро извинился и убежал. Минору, она была благодарна ему за это. Она подумала, что Куши был очень ответственным, раз отчитал ее за ее действия. За это он заслужил ее уважение. Куши все еще гуляет по улице, а Фрей проснулся и, скажем так, привлек к себе внимание. Но он профессионал в уличной жизни, и ему удается раздобыть одеяло для девочек. Понимаешь? На улице холодно, а Минору и Фрей были не в лучшей форме, чтобы справиться с непогодой. Одеяло пришлось кстати, пока они ждали, когда закончится газовая авария. Как единственный парень в общежитии и что-то вроде мамы, Куши чувствовал, что должен заботиться о безопасности и тепле для девочек. Но тут Фрей и Минору подбежали к нему и крепко обняли. Кажется, ничего такого, да? Но нет. К сожалению, Атина увидела эту сцену, и у нее пошла кровь из носа, и она упала в обморок прямо там. Куши мирно спал, когда его разбудил странный шум над его комнатой. Будто кто-то топал по потолку. И тут бац, потолок рухнул, и угадайте, кто свалился вниз. Это была Кирия, и она застряла, не могла ни подняться, ни что-то сделать. Ей оставалось только упасть в комнату Куши. Куши, как хороший парень, попытался смягчить ее падение. Он бросился к ней, но тут все стало очень неловко. Они столкнулись в воздухе, и Кирия упала прямо на него. Куши был в замешательстве, но с ним уже такое случалось, поэтому он огляделся. И угадайте, что он увидел. Книгу. Кири пытается это скрыть, выглядит такой застенчивой и все такое. Оказывается, эта книга была для нее очень особенной. Это была первая книга, которую она купила, когда поступила в университет. Тогда она еще не знала, что на ее страницах ее ждет целый яркий и увлекательный мир. Видите ли, она выросла в семейном дадзё, где постоянно дралась и все такое. Когда она взяла в руки эту романтическую книгу, она почувствовала себя такой нежной и ранимой, что просто погрузилась в нее с головой. Но вот в чем дело. Когда она читала, то иногда так сильно переживала, что бросалась на стену и била ее, ну знаете, чтобы выплеснуть все свои чувства. И тут Куши понимает, почему Кири сломала потолок. Она застенчивая девушка, которая любит романтические книги и иногда в порыве эмоций может ударить кулаком по стене. Кири извиняется за все и спрашивает, можно ли ей переночевать в комнате Куши, потому что она боится провалиться сквозь свой собственный потолок. Куши немного удивляется, почему она не против спать в одной комнате с парнем, но потом понимает. Она привыкла к этому, потому что у нее дома есть младшие братья. Так что Куши говорит, ладно, мы можем спать в одной комнате. Но когда гаснет свет, Кири пытается поговорить с ним по душам. Она говорит, что каждый раз, когда смотрит на него, вспоминает своих младших братьев, с которыми она тренировалась в дадзё и которые сейчас спят. Но Кири так скучает по тренировкам со своими братьями, что начинает драться с Куши, как будто они в настоящем бою. Это становится таким диким, что он думает, что ему грозит серьезная опасность. Но он не зацикливается на этом, потому что понял, что девушки в общежитии особенные. У каждой свой стиль, и все они красивые. Поэтому он говорит Кирии, что хоть он и напоминает ей братьев, но он обычный парень. Он надеется, что она это понимает.
После этих слов Куши смущается и выбегает из комнаты, оставляя Кирию одну. Он решает переночевать в комнате Кирии. Кирия немного стесняется, потому что, знаете, это был первый раз, когда кто-то назвал ее милой. Но Куши не думает о таких вещах. Нет, он беспокоится, что Кирия может превратить его комнату в зону бедствия, как она сделала со своей. Он надеется, что этого не произойдет. Пока Куши спит, Сирен пробирается в комнату. Она пришла к Кирии по поводу какой-то работы, но неожиданно застает там Куши. Она замечает дыру в полу и предлагает ему сделку. Если он согласится быть ее слугой, она починит эту дыру с помощью своей лунной технологии. Куши еще не совсем проснулся, поэтому он соглашается. Он не совсем понимает, что происходит, но если это означает, что он получит свою комнату обратно, а Кирия вернется в свою, то он согласен. Затем Сирен подходит к нему и хлопает его в лунном свете. После этого она подходит к окну, где светит луна, и становится похожа на белого кролика. На следующий день Куши просыпается, и что вы думаете? Пол волшебным образом отремонтирован. Он совершенно не понимает, что произошло, но он не особо переживает. Он идет готовить завтрак, потому что он староста общежития и должен всех накормить. И вау, они все очень впечатлены, потому что еда, которую он готовит, просто безумно вкусная. Девочки очень счастливы, потому что Куши приготовил для них вкусную еду, и они хотят поблагодарить его. Минору говорит: попробуй это лекарство, которое я приготовил на скорую руку. Она рассказала все о своем наряде и хочет, чтобы он его надел. А Кире не терпится побороться с ним после того, как они поужинают. А вот Тина удивлена, потому что Куши очень быстро подружился с девочками. Особенно с тех пор, как он только начал здесь работать. Ей интересно, не происходило ли чего-то подозрительного, пока ее не было дома. И что еще более безумно, Куши даже покорила Сирен, которая, как она думала, никогда бы не прониклась симпатией к кому-то новому. Это кажется подозрительным. Так вот, после завтрака они назначили Куши ответственным за приготовление пищи и распределение денег на продукты. Но подростка это все еще не убедило. Она никак не может взять в толк, почему они так быстро доверяют Куши. Когда Куши нужно сходить за продуктами на ужин, подросток говорит: я тоже пойду. Она хочет проверить, действительно ли ему можно доверять. Она не ослабит бдительности, пока не узнает правду. Проблема в том, что Тина боится мальчиков, поэтому им приходится обходить все эти закоулки. После нескольких сложных моментов им удалось раздобыть все необходимое для ужина. Куши был просто поражен тем, насколько храброй оказалась Тина, встретившись лицом к лицу со своим страхом перед мальчиками. Большинство людей просто избегали бы этого, но она этого не сделала, и это сделало его счастливым. Он чувствовал ее доброту и мужество не только сейчас, но и весь день с тех пор, как пришел в общежитие. Он был очень благодарен ей за то, что ее радушное отношение позволило ему остаться там. А Тина, с другой стороны, думает, что, может быть, Куши простил ее за то, что она ушла в тот день, и поэтому она стала более открытой в последнее время. Она понимает, что, наверное, именно так Куши завоевал доверие всех девушек. Когда они идут по улице, они случайно сталкиваются с двумя парнями, и у Тины начинается носовое кровотечение, потому что она очень напугана. Но Куши быстро реагирует. Он говорит: она моя сестра. И он уводит ее от парней. Они решают немного передохнуть в ближайшем кафе. Тина ничего не говорит, но Куши начинает извиняться за то, что нес ее на руках. К удивлению Тины, Куши совсем не злится. Она говорит: назови меня сестренкой еще раз. Она продолжает просить, и Куши отвечает: ладно, сестренка. И она очень радуется. Ей действительно нравится, когда ее называют сестренкой, и она хочет слышать это разными способами. Тина чувствует себя комфортно, думая о Куши как о своем младшем брате. Она встает и говорит, что хочет защищать его с этого момента. Но ее платье случайно сползает, и она очень смущается. Она пытается надеть его обратно, но поскальзывается и падает прямо на Куши. И угадайте что? У нее начинается носовое кровотечение, и она теряет сознание. Через некоторое время они возвращаются, и Куши извиняется за то, что доставил им неприятности, и благодарит Анну за то, что она пошла с ним в магазин. Она говорит: не нужно меня благодарить. Сначала она сомневалась в нем, но теперь она верит, что он заслужил доверие девушек своим отношением к ним. Она хочет сделать для него что-нибудь и стать его старшей сестрой. Когда они возвращаются в общежитие, Тина рассказывает об этом остальным, и тут входит Минору и пытается флиртовать с Куши. Тина говорит: нет, это не для меня. Теперь она присматривает за ним и относится к нему как к младшему брату. И когда другие слышат, как Куши называет их Тинами, они хотят, чтобы он тоже их так называл. Прошло 2 недели с тех пор, как Куши переехал в общежитие, и теперь здесь кипит жизнь. Куши отлично справляется со своей работой. Он даже заслужил доверие Минор, и она доверила ему стирать свою одежду, что поначалу его смущало. Но он согласился и сделал это. Но после этого он понял, что не ходил в школу с самого первого дня. Он скучает по своим друзьям. Поэтому, приготовив завтрак, он позвал всех вниз. Но прежде чем спустилась Тина, она поставила условие: Куши должен называть ее сестрой.
Он так и сделал, и она была очень счастлива, когда пришла. Она даже хотела погладить его по голове в знак благодарности, но потом вспомнила, что боится мальчиков. Она изо всех сил старалась не паниковать и быть ближе к нему. А Куши не мог не заметить, что она пытается защитить его. Пока он об этом думал, Фрей подкралась сзади и увидела, что он смотрит на Тину. Она начала дразнить его, сказав, что ему нравится одежда Тины, которая была похожа на ее домашнюю майку. Фрей даже пошутила, что могла бы сшить для него прозрачную одежду. Тина быстро вмешалась, решив защитить Куши от дальнейших насмешек, хотя это она хотела, чтобы он называл ее сестрой. Минор тоже заметил, что происходит. Кирио тоже захотела стать старшей сестрой, потому что у нее уже был младший брат. Они начинают спорить и решают устроить соревнование, чтобы выяснить, кто из них должен быть настоящим Куши. После завтрака начинается соревнование. Первый выступает Фрей и пытается показать свою сестринскую любовь, наряжая Куши в розовое платье. Куши спрашивает, почему я одета как девочка. Но для Фрей главное – это милота. Она даже говорит, что младшие братья – это как игрушки для сестры, но Куши с этим не согласна. Фрей быстро дисквалифицируют. Следующим выступает Минору. Он хочет доказать, что он хороший брат, поэтому просит Куши попробовать одно из его изобретений. Обычно младшие братья отличные подопытные, но не в этот раз. Минору тоже быстро дисквалифицируют. Затем наступает очередь Сирен. Всем интересно, что она сделает, потому что обычно она ничего не делает. Она просто лежит на полу, положив голову на колени Куши. Как домашнее животное, а не как сестра. Наконец подходит любопытная. Она знает, как выиграть это соревнование, потому что у нее дома есть младший брат. Для нее это почти слишком просто. Она показывает свою привязанность, игриво нападая на него, и в конце концов он теряет сознание. А Тина беспокоится, когда видит, что Куши лежит на полу, и проверяет его. Она будет его и ведет себя скорее как мать, чем как сестра, успокаивая его. Другие девушки дразнят Атину, потому что она наклонилась над Куши, как будто собирается кормить его как ребенка. Когда Тина поворачивается, чтобы поговорить с девушками, Куши просыпается и случайно хватает ее за одежду, из-за чего у нее идет кровь из носа. Когда все успокаивается и Куши принимает ванну, все приходят извиниться за то, что устроили беспорядок. Несмотря на хаос, Куши начинает понимать, каково это иметь старшую сестру, и ему это нравится. Девочки рады, что Куши воспринимает их как своих старших сестер. Минору сообщает, что после золотых выходных Куши может вернуться в школу. Они с Фрей позаботились о документах для него. Золотые выходные прошли, и на следующий день Куши возвращается в школу. Он рад, что у него наконец-то появился свой шкафчик. Но вдруг какая-то девочка бьет его по лицу. Это Судия, его одноклассница и подруга детства, которая всегда была вспыльчивой. Она знала, что его дом сгорел, и беспокоилась о нем. Она спрашивает, почему он не написал ей, что с ним все в порядке. Сначала кажется, что она хочет сказать, что волновалась за него, но потом она меняет тон и говорит, что совсем не беспокоилась. Она быстро уходит, чувствуя себя неловко из-за своего отношения к нему. Она искренне заботится о нем, но не может выразить это. Каждый раз, когда Куши пытается с ней подружиться, она его отталкивает, и это расстраивает ее. Куши хорошо знает свою подругу и не обращает внимания на ее холодное поведение. Он собирается поговорить с ней и рассказать о том, что его дом сгорел и что он нашел новое жилье. Но он не расскажет ей всего из-за эксцентричного поведения своей новой сестры, опасаясь, что она неправильно поймет. Куши пытается остановить судью, протягивая ей руку, но она очень злится и ругает его за то, что он дотронулся до нее. Она уходит, и Куши понимает, что она расстроилась из-за того, что он забыл о ее состоянии. Тело судьи очень чувствительно к высоким температурам. Будь то тепло от предметов, жаркая погода или даже тепло человеческого тела. Ей становится не по себе, кружится голова, и она даже может упасть в обморок, если станет совсем плохо. Так они и подружились, когда были маленькими и ходили в детский сад. В то время, когда все остальные дети играли на солнце, судья сидела в тени одна. Куши заметил ее и позвал играть, но она отказалась, потому что боялась, что у нее закружится голова. Тогда Куши взял ее за руку, чтобы снова позвать играть, но от тепла его руки ей стало не по себе и тревожно. Она рассказала ему о своем состоянии, и он сразу все понял. Куши побежал в дом и взял пакет со льдом, чтобы охладить руки. Если бы его руки были холодными, они могли бы держаться за руки. Судья подумала, что его руки быстро согреются, и это ее разозлило, и она оттолкнула его. Но потом он коснулся ее лица своими прохладными руками, и это ее успокоило. Это воспоминание о прикосновении Куши осталось с ней, когда она сидела на крыше и обедала. Судья не может понять, почему ее реакция всегда отличается от того, что она чувствует на самом деле. Но Куши был настойчив и никогда не сдавался. Пока она об этом думала, у нее закружилась голова, потому что она сидела на солнце, а тень уже ушла. Вдруг появился Куши и нежно коснулся ее щек своими холодными руками, удивив ее. Она поняла, что он никогда не забывал о ее состоянии, и он показал ей пакеты со льдом, которые лежали у нее за спиной. Он даже попросил Минору помочь ему, чтобы он мог охлаждать ее, когда ей это нужно. Он всегда думал о ней.
Потом он начал ей все рассказывать. Позже, когда он закончил свой рассказ, судья захотела сама посмотреть на общежитие. Но когда она пытается встать, у нее кружится голова, и она теряет равновесие. Они оба спотыкаются и падают на кровать, и это выглядит довольно неприлично. Любой, кто это увидел бы, мог бы неправильно понять. Туши пытается встать, но судья его останавливает. Как ни странно, она хочет, чтобы он был рядом, но не успевает она договорить, как ее настроение снова меняется, и она отталкивает его, снова скрывая свои истинные чувства. Судья не хотела его отталкивать, но это произошло, и она недовольна собой. Днем после школы она все еще хочет пойти с ним в общежитие, чтобы проверить, но Куши считает, что в этом нет необходимости. Увидев, что он не хочет, чтобы она приходила, судья думает, что он, наверное, чувствует себя виноватым. Если ему нечего скрывать, то и бояться нечего. Когда они приходят в общежитие, там происходит взрыв, потому что один из экспериментов Минору снова не удался. Минору и Фрей выбегают, чтобы спастись от ядовитого газа. Судья видит их в их естественном состоянии и теряет дар речи. Когда в доме снова можно находиться, все заходят внутрь. Куши знакомит девушек с судьей. Затем приходит Афина, и ее тоже представляют. Куши добавляет, что Афина единственная нормальная в этом доме. Заметив судью, Фрей поражается ее миловидности. Она хочет сделать ей макияж и уже собирается это сделать. Но судья, чувствительная к теплу тела из-за своего состояния, быстро защищается Куши. Он быстро объясняет Афине состояние судьи. Смущенная тем, что Куши ее защищает, судья отталкивает его. Она краснеет и отворачивается, сожалея о своей импульсивной реакции. Девочки из общежития замечают ее смущение и находят это забавным. Очевидно, что судья испытывает чувства к Куши, и они шутливо намекают Ане, что у Куши теперь есть соперница. Аня пытается объяснить, но никто не обращает на это внимания. Позже судья решает осмотреть общежитие, чтобы убедиться, что оно подходит для Куши. Первая остановка – комната Куши. Она выглядит вполне обычно, поэтому судья не слишком осторожна. Аня, которая никогда раньше не видела его комнату, очень любопытна. Увидев, что Куши и Аня ведут интимный разговор, судья чувствует укол ревности, но не говорит об этом. Они идут во вторую комнату к несовершеннолетним. Она заполнена ядовитым газом, который образовался в результате экспериментов, поэтому туда нельзя войти. Вид этой комнаты напоминает судье о слухах, которые ходят по школе о студентке-отравительнице. Она начинает беспокоиться о состоянии общежития. Они идут в комнату Фрёя, где есть наряд, который, кажется, идеально подходит для судьи. Фрей с радостью помогает судье переодеться, и это привлекает внимание Куши. Он быстро отводит взгляд. Энтузиазм Фрюя становится чрезмерным, и в дело вмешивается Тина, которая называет себя старшей сестрой Куши. Следующая комната Тины. Она выглядит вполне обычно, поэтому судья немного расслабляется. Куши впервые видит комнату Тины, которую он никогда раньше не видел. Там уютно и приятно пахнет. Когда он хвалит Афину за то, как хорошо она все устроила, она краснеет. Судья замечает это и снова начинает беспокоиться. Затем они заходят в комнату Крии. Она заполнена любовными романами. Куши и Афина удивлены, что судья так расслабилась рядом с Крией. Но все меняется, когда Крия начинает читать книгу прямо перед судьей. Как обычно, Кирия не может сдержать своего волнения и бьет кулаком по стене, отчего в судьи срабатывает сигнализация. Она приходит к выводу, что это общежитие очень опасно для Куши. Увидев, что судья расстроилась, Сирен предлагает ей кусочек торта, но, вспомнив, что торт испортился, добавляет, что это еще больше усугубляет ситуацию. Уже поздно, и все хотят загладить свою вину, поэтому они решают, что судья останется на ночь. Они будут жить все вместе под одной крышей, но главный вопрос в том, в какой комнате останется судья. Поскольку все остальные комнаты кажутся опасными, судья выбирает комнату Анны. Когда она заходит в комнату, чтобы приготовиться ко сну, она пристально смотрит на Анну. Но для Анны это шанс помириться с судьей. Она уверяет судью, что эта ночь будет для нее незабываемой. Вскоре она начинает расспрашивать о прошлом Куши и о том, какой он человек. Поскольку судья всегда была рядом с ним, она уверена, что он добрый и надежный человек. С другой стороны, у судьи есть вопрос к Ане. Какие у всех отношения с Куши? Она была застигнута врасплох этим вопросом. Но как только она собралась ответить, они услышали крик Куши. Они поспешили вниз, чтобы проверить, что случилось, и увидели, что он пытается хлопнуть Кирию по руке. Они попытались объяснить, что произошло. Пока Куши принимал ванну, у него закружилась голова. Он решил закончить, но, выйдя из ванны, случайно столкнулся с Кирией, которая тоже собиралась принять душ, и так они оказались в неловкой ситуации. Кирия уже приняла душ, но поскольку она занималась боевыми искусствами, она вспотела. Она хотела принять душ и случайно столкнулась с Куши.
Судья была в шоке и прямо спросила Кирию, что происходит, отчего Тина покраснела. Кирия тоже смутилась. Ничего особенного не произошло, но судье показалось странным, что девочки покраснели, хотя они были старше Куши. Она подумала, что это несправедливо, особенно когда никто не мог объяснить, почему так случилось. Судья в расстроенных чувствах убежала в свою комнату. Прошло несколько дней, и Кая и Айна стали вести себя отстраненно и менее оживленно. Они даже забыли взять с собой обед в школу, потому что не хотели встречаться с Куши. Фрей заподозрил неладное и спросил, что произошло между ними тремя. Хотя Куши понимал, что это может быть связано с тем, что случилось в ту ночь, когда судья осталась у них, он ничего не сказал. Фрей упомянул, что девочки останутся голодными, потому что у них нет денег на обед, а пособие они получат только на следующий день. Куши не мог понять, как они будут обходиться без денег, а расписание уроков означало, что они вернутся домой только вечером. Пропускать обед было нельзя. Фрей предложил Куши просто приносить им обед в школу. Фрей беспокоился, потому что это была школа для девочек, и он не был уверен, что Куши сможет попасть туда как мальчик. Поэтому Куши пришлось переодеться в девочку, чтобы попасть в школу. Куши согласился и пошел в школу в женской одежде. Как только он вошел, все девочки обратили на него внимание. Они подумали, что он милый, и спросили, чья он младшая сестра. Две старшеклассницы в конце концов поняли, что он на самом деле мальчик, но им было все равно. Они хотели с ним пообщаться и повеселиться. Они окружили его, но ему удалось ускользнуть и найти Тину, которая была на уроке экономики. Когда он завернул за угол, то случайно снова столкнулся с двумя старшеклассницами. Они были рады поговорить с мальчиком, что привлекло еще больше внимания девочек, и они окружили его, не давая ему уйти. К счастью, вышла Тина и увидела его в такой ситуации, и он стал очень популярен. Чтобы девочки не приставали к нему, она быстро увела его. Куши рассказал Ане о том, что произошло на обеде, и упомянул, что принес обед и для Кии. Затем Афина отвела его к Кии. Афина шла, не глядя по сторонам, и случайно столкнулась с Кией, которая несла ведро с водой. В итоге они обе промокли, и им пришлось переодеться. Куши решил подождать снаружи. Две старшеклассницы, которые были там раньше, тоже подошли к нему. Увидев это, Тина решила, что он может остаться внутри. Поскольку он был одет как девочка, он на время стал младшей сестрой Анны, так что ему не нужно было смущаться. Но он все равно отвернулся. Курия одолжила Тине свою одежду, потому что у Тины не было сменной. Но несмотря на то, что это была красивая одежда, она не очень хорошо сидела на Тине в области груди. Когда они закончили переодеваться, Куши посмотрел на них и был очень удивлен, увидев, что у Тины и Кирии маленькие рубашки. Рубашка была настолько тесной, что пуговица оторвалась и попала ему в лицо. У него пошла кровь из носа, а у Тины тоже пошла кровь из носа, и она потеряла сознание. Они все вернулись в общежитие, и там девочки успокоили Афину, которая была расстроена. Минору и Фрей почувствовали облегчение, увидев, что Афина и Кирю не так напряжены, как утром. Но они не совсем понимали, почему так происходит. В конце концов, Минору решил поговорить с ними об их поведении по отношению к Куши, который за них волновался. А Тина ответила, что волноваться ни о чем, и предложила поездку, о которой давно думала. Она хотела, чтобы Куши пригласил Суджу, если это возможно. Пока они обсуждали поездку, Сирен начала странно себя вести. Она поспешила наверх, что обеспокоило девочек, особенно Аттину, которая предложила эту поездку. Но они заверили ее, что план отличный и что они отлично проведут время. Минору сказал Куши, что он должен выполнить свои обязанности старосты и поговорить с Сирен. Куши пошел в комнату Сирен, но поскольку он никогда там не был, не знал, чего ожидать. Когда он открыл дверь, то увидел, что в комнате темно и полно хлама. Сирен нигде не было видно. Когда он вошел, шкаф упал, и Сирен упала на него. Он удивился, почему у нее в комнате столько вещей, и предложил сразу же все убрать, если она хочет. Но Сирен объяснила ему, что это не хлам, а коллекция инструментов, которые используют технологии с Луны для поглощения ее энергии. Он не совсем понял, о чем она говорит, но когда она упомянула Луну, он вспомнил, как Сирен вошла к нему в комнату и похлопала его. Он думал, что это был сон, но теперь он знал, что это не так. Он спросил ее, была ли она в комнате Кирии той ночью. Она не стала отрицать, подтвердив, что это был не сон. Сирен знала, что он пришел поговорить о поездке. Она не возражала против этой идеи, но ее деятельность ограничивалась общежитием и школой. Она никогда не выходила за пределы этого района, поэтому очень волновалась. Она сказала, что в этом регионе Луна обладает особой силой, которая помогает ей жить. Куши не совсем понял, но он хотел помочь ей, чтобы они все вместе отправились в поездку. Он рассказал об этом всем, и они начали искать решение проблемы Сирен. Теперь им нужно было найти что-то, что Сирен могла бы взять с собой в поездку, но при этом чувствовать себя как дома. У Куши возникла идея, что это может быть что-то с Луны или похожее на это.
Все объединили усилия, чтобы создать для сирен безопасную зону. На следующий день в школе Куши увидел, как судья идет в школу. Ей было тяжело из-за жаркого солнца и ее состояния. Было уже лето и стояла сильная жара. Все были одеты по погоде, а судья выглядела прекрасно в своей летней форме. Куши был очарован ею, но он быстро заметил, что ей стало плохо. Он достал 2 пакета со льдом и положил ей на лицо, чтобы она остыла. Когда они пришли в школу, Куши пригласил судью присоединиться к ним в поездке, и она согласилась. Но она хотела следить за всем, а не развлекаться. Она хотела убедиться, что ничего подозрительного или неуместного не произойдет. Дома Фрей шила для Сирины специальный костюм, связанный с Луной. Она пошла показать его Сирине, и это был костюм Сейлор Мун. Одна только мысль о том, что Сирина будет в костюме Сейлор Мун, взволновала Фрей. Но Сирина не хотела выходить в таком костюме на публику, потому что это противоречило ее чувству скромности. Хотя это и расстроило Фрей, Сирина согласилась. Митару придумала другую идею. Она приготовила зелье лунного света, которое могло помочь Сирине выйти из комнаты и присоединиться к поездке без каких-либо проблем. Сирине нужно было только вдохнуть его, и оно сразу же ее соблазняло. Она не смогла бы устоять. К сожалению, Минору случайно рассказала о броне Фрей, и та опьянела, потеряв контроль над своими действиями. Минору ничего не оставалось, кроме как разобраться с ситуацией, которую она создала. Позже, тем же вечером, когда Куши вернулся домой, он застал Кирию и Сирины за практикой тайцзи, включающей инь и ян. Это было связано с необъятностью Вселенной, и поскольку Луна является частью Вселенной, Кирия надеялась, что эта практика поможет Сирине с ее силой. Но сущность Сирины была связана с Луной, и огромная сила Вселенной почти подавляла ее. Она перестала заниматься и упала на пол. Фрей вышла в костюме Sailor Moon, который она шила для Сирины, а Минору присоединилась к веселью в своем костюме. Приехала Тина и подарила Сирине специальный зонтик. На внутренней стороне зонтика были изображены Луна и звезды ночью. Когда Сирина открыла его, она увидела рисунок и сказала, что он ей очень нравится. Она согласилась отправиться в поездку вместе со всеми. После ужина, когда Сирена ушла в свою комнату, Куши быстро вернул ей куртку, которую взял, когда стирал. Он заметил, что на ней разошлись швы, и починил ее. Он видел, что она всегда носит эту куртку, и подумал, что она, должно быть, приносит ей спокойствие, как луна. Сирена переживала из-за разошедшихся швов, которые могли вызывать у нее беспокойство, ведь куртка была для нее очень важна. Она была рада, что он починил куртку. На следующий день группа отправилась в путешествие. Когда они увидели вдалеке море, то обрадовались, что, возможно, поедут на пляж. Но машина проехала мимо, и они не поняли, куда они едут, потому что направлялись в горы. Оказалось, что Аттина забронировала место на вершине горы. Она расстроилась, особенно потому, что это место выглядело заброшенным и неприветливым. Но так как они уже внесли предоплату, они не могли изменить место, поэтому им пришлось остаться там на ночь. Вечером они все пошли к горячему источнику. Миу спросила Афину, почему она придумала такой отпуск, ведь обычно она была замкнутой. Афина объяснила, что хотела загладить вину за то, что судья осталась в общежитии. Через некоторое время Минору и Фрей решили подняться на стену, чтобы проверить, как там Куши, который был один в горячем источнике, пока девочки были вместе. Они беспокоились, что ему может быть одиноко, поэтому хотели незаметно заглянуть к нему. Когда они пришли, Куши растерялся от их внезапного появления. Они, казалось, были разочарованы, что он не попытался подсмотреть за ними. Чтобы успокоить его, они показали ему, что на них тоже есть полотенце, так что ему не о чем было беспокоиться. Они предложили всем вместе переночевать в одной комнате, чтобы Куши больше не чувствовал себя одиноко. К сожалению, у Майору полотенце соскользнуло, но Афина была рядом и следила, чтобы Куши не увидел его броню. Затем Фрей случайно уронила свое полотенце, и это как будто свело на нет все усилия Афины защитить Куши. Увидев это, у Куши пошла кровь из носа, и он потерял сознание в ванной. Когда он очнулся, то увидел, что все спят вокруг него, и ему стало трудно заснуть. В конце концов он заметил, что Тина вышла из комнаты и решил пойти за ней. Майору тоже пошла за ней. Поскольку Тины не было уже довольно долго, Куши и Майору начали волноваться. Они обыскали весь дом, но нигде не смогли ее найти. Единственное место, которое они не проверили, была жуткая часть дома, которая была временно закрыта. Они решили проверить эту часть, и когда они вошли, то почувствовали, как пространство вокруг них расширяется. Куши огляделся и немного испугался. Он хотел взять Майору за руку, но когда потянулся к ней, она исчезла. Теперь он испугался еще больше, потому что остался совсем один. Но Майору вернулась и взяла его за руку. Она призналась, что тоже испугалась, и он пообещал защищать ее как староста общежития. Но она сказала, что будет защищать его как старшая сестра,
потому что сейчас они не в общежитии. Она сказала это, наклонившись к нему, отчего он покраснел. Он убежал, чтобы умыться, и по пути увидел, как Тина выходит из другой комнаты. Она искала ванную, но не знала, где та находится. Пока они пытались найти дорогу обратно, они увидели белую фигуру, похожую на привидение. Афина схватила Куши за руку и потащила его прочь. Они спрятались в другой темной комнате, и вдруг Афина медленно подошла к нему, готовая ударить. Она сказала, что защитит его. Куши не ожидал, что Афина окажется такой смелой, и застыл на месте, не зная, что делать. В этот момент зажегся свет, и вошел Минору, спрашивая Афину, почему она напала на Куши. Это смутило и Куши, и Афину. Сирен вошла вместе с Минору и сказала, что она и была тем самым призраком, которого они видели раньше. На следующее утро все собрались уходить. Куши извинился перед Сирен за то, что принял ее за призрака прошлой ночью. Фрей все еще не был доволен поездкой, поэтому они решили спуститься на пляж, чтобы повеселиться и поиграть. На пляже было очень весело, и девочки играли в мяч в воде. Судья хотела присоединиться к ним, но стеснялась, потому что у всех остальных была высокая защита от урона, о которой она тоже мечтала. Она посмотрела на Куши, который сидел в тени и наблюдал за девочками в бинокль. Он сказал, что делает это, потому что он их староста. Но когда судья посмотрела на него, она не могла не подумать, не восхищается ли он их высокой защитой от урона. Она посмотрела на себя и сравнила свою защиту с их, и поняла, что у нее нет шансов. Судя по всему, Куши, вероятно, выбрал броню с более высокими показателями защиты, как и другие девушки. Куши был так сосредоточен на своих обязанностях, что не заметил, как судья пошла поплавать в одиночку. Ее окружили рыбы, и она попыталась от них уплыть. Но одна из них пробралась внутрь ее брони, и судья растерялась и не смогла нормально плыть. В итоге она упала в воду. К счастью, Куши все еще наблюдал за ними в бинокль и быстро заметил, что судья начала барахтаться. Он бросился к ней на помощь, но так как не умел плавать, попросил Кирию помочь. После этого случая Куши пошел проверить, как там судья, но она разозлилась на него и сказала, что это не его дело. Кирия объяснила, что Куши очень беспокоился о ней и первым заметил, что что-то не так. Он сразу бросился на помощь, а когда понял, что не умеет плавать, попросил Кирию помочь. Но Кирия сказала, что даже если бы Куши не попросила помощи, она бы сделала то же самое. Судья была рада этому, потому что поняла, что он все еще заботится о ней и тоже обращает на нее внимание. Все удивились, узнав, что Куши не умеет плавать, но все равно решили, что он помог, потому что заметил это первым. И в каком-то смысле он спас судью. Она сказала ему, что он должен гордиться собой за свой героический поступок, ведь плавание — это еще не все. В этот момент Куши решил сделать перерыв и купить что-нибудь попить. Он удивился, почему ему вдруг стало так тепло на душе от комплимента Тины. Он не понимал, в чем дело, но это его беспокоило. Так как погода была жаркой, Крия положил на лицо судьи пакеты со льдом. Они были приготовлены специально для нее, и Куши, по мнению Крии, поступил очень заботливо. Кирия немного позавидовала, подумав, каково это быть так близко к Куши и как они общались, когда были детьми. Судья извинилась перед Кирией за свое поведение в ту ночь, когда осталась в общежитии, и поблагодарила ее за спасение своей жизни. Фрей спросила судью, почему она носит такую длинную прическу в жаркое время года, ведь ей должно быть неудобно. Судья смущенно прошептала что-то Кирии, и та рассказала остальным, что судья носит такую прическу, потому что Куши в детстве был влюблен в их воспитательницу, у которой была такая же прическа. Она хотела понравиться ему, хотя никогда не говорила об этом прямо. Фрей и Минору были удивлены невинностью и миловидностью судьи. Фрей так разволновалась, что тут же бросилась обнимать судью, отчего той стало еще более неловко, и она потеряла сознание. Афина забеспокоилась и быстро побежала за мороженым для нее. Когда Куши вернулся к остальным, он увидел, что Афину преследуют двое парней, которые настаивали, чтобы она пошла с ними поплавать. Они держали ее за руку, даже когда она отказывалась. Куши быстро подошел и оттолкнул руку одного из парней, сказав, что нельзя заставлять девушку делать то, чего она не хочет. Парни посмотрели на него свысока и спросили, не он ли ее парень. Беттина сказала им, что он ее младший брат, а Куши сказал, что он его начальник. Куши взял Айну за руку и увел ее от двух парней, которые приставали к ней. Когда они отошли на безопасное расстояние, он быстро извинился перед Анной за то, что схватил ее за руку. Но она не обиделась, потому что Куши был не такой, как другие парни, он был для нее как младший брат. После этого они вернулись к остальным, но Куши все еще чувствовал тяжесть на сердце. Позже, когда Афина принимала душ, судья присоединилась к ней и извинилась за свое поведение. Она объяснила, что злилась на Афину без причины,
потому что думала, что Афина никогда не была рядом с Куши, когда Афина и остальные были рядом с ним в самые трудные времена. Афина призналась, что чувствовала то же самое, что и судья. Она хотела защитить Куши, но в итоге он всегда защищал ее, а Фрио и Минору помогали ему с учебой. Беттина рассказала, что предложила эту поездку, чтобы тоже сделать что-то для него. Она увидела сходство между своей и судьей ситуацией, и Куши сразу согласился. Когда они возвращались домой, судья поняла, что ей не о чем беспокоиться. Беттина была просто старшей сестрой Куши. Она оглянулась и увидела Куши, который выглядел немного подавленным, когда остановился и любовался закатом над морем. На следующий день Куши был каким-то отстраненным. Он вздрогнул, когда Фрёя обняла его, пока он готовил, и она заметила, что он так задумался, что кастрюля на плите выкипела. После завтрака Афина предложила помочь ему помыть посуду, но он отказался, даже не взглянув на нее. Фрей заметила, что он изменился, и задумалась, как бы его развеселить. Она решила, что косплей – это лучший способ, и отвела его в студию. Там они переоделись в костюмы популярных персонажей игры. Фрей играла командира рыцарского ордена, а Куши – рыцаря из того же ордена. По сюжету они были родственниками, причем младший брат был влюблен в старшую сестру. Но старшая сестра воспринимала младшего брата только как родственника. По сюжету им пришлось сражаться друг с другом, потому что у них были разные цели. Фрей серьезно отнеслась к своей роли и не выходила из образа, задавая Куши вопросы, на которые он должен был честно отвечать без колебаний. Во время боя Фрей спросила его, что его беспокоит, и после некоторого колебания он наконец рассказал о том, что произошло на пляже. Он сказал, что кто-то близкий ему сказал, что рядом с ним чувствует себя в безопасности, как будто он член семьи. Обычно Куши был бы рад услышать, что кто-то чувствует себя рядом с ним в безопасности, но сейчас все было по-другому. С тех пор, как появились эти странные чувства, он старался о них не думать. Он хотел остаться со всеми и боялся, что признание этих чувств может поставить под угрозу его нынешние отношения. Он не хотел, чтобы все его возненавидели. Фрей сравнила его ситуацию с персонажем, которого он играл, и убедила его быть собой, потому что он намекал на это с самого приезда. Но Куши больше заботился о том, чтобы у него был теплый дом и семья, которая о нем заботится, как у него было с друзьями в общежитии. Фрей обнимала его и делилась с ним своим прошлым. Она всегда была прямолинейной и резкой, что часто выглядело грубо и приводило к недопониманию. Поэтому, когда она переехала в общежитие, она скрывала свою истинную сущность, чтобы никого не обидеть. Но однажды все в общежитии узнали о ее настоящей личности, и ей пришлось принять реальность. Даже если возникали споры или если ей это не нравилось, она не убегала от своих ошибок, как раньше. Она надеялась, что так сможет найти другую любовь, не похожую на ту, что она знала. Поделившись друг с другом, они вернулись в общежитие. Сегодня фестиваль в женском университете, и Куши с судьей решают сходить и посмотреть, что там происходит. Фестиваль открыт для всех, включая мальчиков и детей. Когда они заходят на фестиваль, то встречают Фрей, которая входит в организационный комитет и отвечает за костюмы для некоторых факультетов. Она знает университет как свои 5 пальцев и предлагает провести для них экскурсию, чтобы показать лучшие места. Их первая остановка – неофициальная аптека, спрятанная за школой. Ее нет на официальной карте фестиваля, поэтому мало кто туда заходит. Минору, владелец аптеки, продает самодельные лекарства, чтобы заработать немного денег. Место выглядит немного сомнительным, как и комната Минору, и непонятно, безопасно ли использовать эти лекарства. Минору с гордостью показывает 3 посетителям 2 своих самых популярных зелья. Первый – это афродизиак, а второй – любовное зелье. Оба запрещены в школе. Но Минору каждый год их готовит. Другая участница школьного комитета случайно замечает Минору и быстро уходит, прихватив с собой бутылочку с лекарством. В спешке она роняет бутылочку с лекарством на спину Куши. Затем Фрей ведет 2 детей в клуб паранормальных исследований, где, по их словам, они нашли загадочное существо в школе. Они его исследуют, но не знают, как оно называется и что делает, поэтому просто называют его легендой. Фрей упоминает, что Сирен – часть презентации, но на самом деле Сирен – это загадочное существо, которое они исследуют. Другая участница клуба вбегает и сообщает, что Сирен видели возле буфета. Обеспокоенные тем, что Сирен могут подвергнуть экспериментам, они втроем спешат ее спасти. Когда они выходят во двор, то видят, что многие девушки ведут себя странно и играют там. Куши замечает на земле бутылочку с одним из лекарств Минору и понимает, что могло произойти. Девушка в очках подходит к нему, чувствуя, что уже видела его раньше, и он уже собирается это отрицать, когда Фрей внезапно надевает на него парик. Это тот самый парик, который он однажды надевал,
переживал, когда притворялся девушкой в школе, и он озадачен ее действиями. Лекарство начинает распространяться по воздуху, и Фрей тоже чувствует его действия. Многие девушки, на которых подействовало лекарство, бросаются к Куши, проявляя сильное желание его обнять. Судья пытается вмешаться, когда видит, что его преследуют, но девушки переключают свое внимание на нее. В этот критический момент появляется сирена в черных очках и использует свою усиленную лунную энергию. Она излучает яркий желтый свет, который ослепляет всех вокруг и очищает пространство от странных эффектов лекарства Минору. Все быстро приходят в себя, но сирена падает на землю от усталости. Куши подбегает к ней, помогает подняться, и они вместе идут в медпункт. Тем временем Фрей и судья идут купить еды, надеясь, что это поможет Сирене немного восстановиться. Пока они в медпункте, Сирена говорит Куши, что одной еды недостаточно, чтобы полностью восстановить ее силы. Лучший способ для нее полностью восстановиться – это интенсивные хлопки в ладоши. Куши вспоминает ночь, когда Сирена пришла к нему в комнату Кирии, и ему неловко, что он не знает, как себя вести, ведь они уже хлопали в ладоши. Сирена успокаивает его, говоря, что он не единственный, с кем у нее такой контракт. На самом деле почти все в общежитии так или иначе ее слуги. Она наклоняется, чтобы хлопнуть в ладоши, но Куши вдруг падает на стул, потому что в комнату входят Фрей и судья. Внимание Сирены переключается на принесенную ими еду, которая напоминает ей о галактике. После насыщенного дня Фрей понимает, что у них еще есть время, и решает отвезти Куши и судью в кафе, где работает Афина. Она там, чтобы познакомиться с другими парнями, кроме Куши, и одета в форму горничной. Когда она выходит в своей униформе, все в кафе смотрят на нее, и она краснеет. Она изо всех сил старается не упасть в обморок и не испачкать кровью все вокруг, как обычно. Фрей, Куши и судья заходят в кафе и видят, как работает Тина. Куши впечатлен ее профессионализмом, а судья очарован ее нарядом. Когда приносят еду, происходит неприятность, и она спотыкается и падает прямо на Куши. К счастью, судьи удается спасти еду. Она извиняется, как настоящая горничная, отчего Куши чувствует себя неловко и не знает, что ответить. Тем временем за другим столиком парни просят Тину провести с ними время и показать им университет. Она изо всех сил старается не упасть в обморок и вежливо отказывается от их предложения. Наблюдая за этим, Куши собирается броситься на ее защиту, но Фрей останавливает его. Она объясняет Куши, что Аттина старается общаться с другими парнями, и лучший способ поддержать ее – это позволить ей делать то, что она умеет, а самому наблюдать издалека. Фрей намекает, что она, возможно, делает это для кого-то особенного, например, для Куши. Она уходит на кухню, чтобы отдышаться после встречи. Ее коллега замечает Куши и спрашивает, делает ли она все это для него. Ей немного неловко признаваться в своих истинных намерениях, но в конце концов она соглашается, когда коллега предлагает ей провести время с Куши. Она задается вопросом, кто займет ее место, чтобы не нарушать баланс в кафе, и, к всеобщему удивлению, Фрей предлагает судью на роль новой горничной. Судья с радостью соглашается и принимает на себя роль цундари горничной. У них появляется свободное время, и Куши с Аной решают сходить туда, где проходит конкурс на лучший костюм для переодевания. Оказалось, что одна из судей – это сама Кия. Она очень популярна среди девушек благодаря своей харизме и обаянию, и даже Айна кажется очарована ею. Зал был полон людей, и Куши стало жарко, поэтому он достал напиток, чтобы охладиться. Но выпив его, он понял, что это не вода. Прочитав несколько строк на этикетке, он узнал, что это одно из лекарств Майо, которое раскрывает истинную сущность человека, который его принимает. После соревнований Кирия встречается с Куши и Тиной и благодарит их за то, что они пришли поддержать ее. У нее есть лишний билет на экскурсию по лабиринту, и она приглашает Куши и Тину. Тина пытается отказаться из-за своих обязанностей в классе. Но Куши выпаливает, что хочет попробовать это по-детски. В итоге Афина соглашается пойти с ними, и они отправляются на экскурсию вместе. То ли из-за лекарства, то ли нет, но Куши выражает эмоции, соответствующие его возрасту, и Афине это нравится. Она хочет, чтобы он чаще так себя вел. В лабиринте темно и страшно, что пугает Кирию и Куши. Афина кажется более бесстрашной, поэтому Кирия и Куши часто держатся за руки, чтобы преодолеть лабиринт и выбраться оттуда. Куши все еще ведет себя как заботливый младший брат, даже когда ведет себя по-детски. Кирия берет его за руку и говорит, что с ним она чувствует себя в безопасности, и Тина тоже. Пока они идут, они оказываются в
темном месте, где ничего не видно, кроме темноты, и спотыкаются и падают. Когда свет снова включается, Куши обнаруживает, что лежит на Тине и Кирии и хлопает их по щекам. Позже они возвращаются в кафе, и Куши отдает Минору пустую бутылку из-под лекарства, которое он выпил. Он говорит ей, что сделал это случайно. Минору спрашивает его, как это было, и он отвечает, что говорил невероятные вещи, которые не в его характере, и это было неловко. Итак, Минору признается, что выпил не лекарство, а обычную воду. Она сделала это специально, чтобы посмотреть на его реакцию. Все глупости, которые он говорил и делал с полудня, были его собственным выбором. После того, как судья заняла место Тины, в кафе стало оживленно. Ее навыки обслуживания клиентов были на высоте, если вам нужен такой сервис. Внезапно вбегает Сирен, преследуемая членами клуба паранормальных исследований. Дисциплинарный комитет тоже врывается, чтобы схватить Минору. Из-за зелья Минору девочки в школе начинают преследовать Кирию. Сцена в этот момент становится хаотичной. В другой день в общежитии Кирии звонят из ее семьи. Они говорят, что дома проблемы. У семьи Кирии есть дадзё боевых искусств, особенно для детей, и каждый год они устраивают рождественскую вечеринку. Но в этом году ее семья не сможет приехать. Поэтому Кирии придется самой справиться с вечеринкой. Она немного расстроена, потому что это большая работа. Но это семейная традиция, и она чувствует, что должна это сделать. Когда Аттина слышит об этом, она предлагает помочь. Она видит в этом возможность применить на практике знания, полученные на уроках экономики и дошкольного образования. У Куши есть свободное время, и он решает помочь Кирии. Они собираются пойти за покупками, чтобы потом приготовить обед. Но когда он открывает дверь в ванную, то с удивлением видит, что она только что вышла из душа. Он смущается и быстро закрывает глаза, извиняясь за то, что не постучал. Она тоже извиняется за то, что приняла душ в этот момент и пытается поскорее выйти. Но в спешке она спотыкается и падает прямо на Куши. Поскольку она не одета, у нее идет кровь из носа, и она теряет сознание. Поэтому, когда они собираются идти за покупками, у Тины нет сил присоединиться к Куши и Кирии. Увидев, что Куши и Кирия идут за покупками одни, Минору подшучивает над ними, говоря, что они похожи на парочку, которая собралась на свидание. Кирия, чувствуя себя немного неловко, толкает дверь и быстро выходит. Куши идет за ней, и вскоре они оказываются в супермаркете. Они замечают, что многие пары тоже ходят за покупками вместе. Кирия рада, что проводит время с Куши. Они вдвоем посещают разные места и достопримечательности в течение дня. Через некоторое время они решают сделать перерыв в кафе. Кирия немного стесняется, как будто они на свидании. Но для других они больше похожи на брата и сестру. Они продолжают ходить за покупками, как и планировали. Обычно, когда приближается Рождество, отец Кии наряжается Санта-Клаусом. Но в этом году, когда Кия сама играет эту роль, она не хочет надевать для этого костюм мальчика. Они решают попросить Фрёя сшить специальный костюм Санты для Кии. Кия считает, что Тина будет выглядеть в таком наряде очень мило, даже лучше, чем она сама. Она считает, что у нее более мальчишеский вид, хотя на школьных фестивалях она выглядит круто. Куши предлагает Кирии чаще носить эти милые наряды, и она, кажется, не против. Когда они возвращаются домой, они просят Фрёя сшить костюмы, для чего нужно снять мерки. Фрей собирается измерить Кирию, и поскольку Санте нужен олень, Куши пытается быстро уйти, но Фрей останавливает его. Фрей начинает измерять Кирию, и хотя Куши закрывает глаза, чтобы избежать неловкости, процесс, кажется, занимает много времени. Чтобы избежать неловкости, он решает выйти на улицу. Они планировали в этот день съездить в родной город Кирии. Но когда Куши возвращается, он снова случайно видит, как Тина принимает ванну, а значит, она снова не сможет поехать с ними. В этот момент появляется Сирен, которая без умолку говорит о Луне и о том, как использовать ее силу, чтобы починить дверь, которую Кия сломал раньше. Кия, увидев возможность, просит Сирен о помощи и предлагает ей коробку печенья в обмен. Когда все уладилось, они втроем сели на поезд до родного города Кирии и через полдня добрались туда. Когда они вошли в дадзё боевых искусств, их окружила группа маленьких детей, которые познакомились с Кушей и Сирен. Их отвели переодеться, и в итоге Куши и Сирен пришлось пойти на занятия вместе. Они вместе пошли на урок дзюдо, а когда дети закончили тренировку, настала очередь Куши тренироваться с Кирией. В это время они стоят совсем близко друг к другу, и Кирия случайно толкает его, и они оба падают. Позже они начинают готовиться к рождественской вечеринке. До прихода Санты они должны украсить зал, а дети получают специальные значки за хорошее поведение. Но большинство детей больше интересует получение подарков, чем значков. Куши замечает девочку, которая сидит одна в углу, и решает подойти к ней и заговорить.
Она спрашивает, только ли послушные дети получают подарки, и признается, что всегда чувствует себя самой слабой в классе, поэтому не заслуживает подарка. Ей не хватает уверенности, чтобы участвовать в общих делах, и, услышав это, Куши понимает ее чувства. Он объясняет, что значки, которые он сделал, не про навыки, а для тех, кто старается изо всех сил. Если она будет ходить на занятия и не будет лениться, Санта тоже придет к ней. Они заканчивают украшать зал, и в комнату заходят очень милые и очаровательные девочки Санты. Младший брат Кирии удивляется, увидев, что его сестра одета в костюм Санты и совсем не носит шорты. Он узнает ее только после того, как получает подзатыльник, понимая, что это действительно его сестра. Когда раздача подарков заканчивается, наступает время главного события – поездка на Санте-олене. Младший брат Кирии просит сестру прокатиться на Куши. Несмотря на некоторые сомнения, Куши разрешает Сирен первой сесть к нему на спину. Сирен садится, и он чувствует тепло. Как он и подозревал, под костюмом у нее ничего нет, поэтому он быстро ведет ее в раздевалку, чтобы она переоделась. К тому времени, как они заканчивают, уже поздно, и Куши садится полюбоваться на Луну. Кирио подходит и садится рядом с ним, и оба краснеют. Кирия придвигается ближе к нему, и они уже готовы что-то сделать, но тут появляется Сирен, которая все это время ела торт. Зима, и на улице холодно. Фрей и Минор приготовили обогреватель. Куши впервые им пользуется, и он очень взволнован. Кирио хочет сесть рядом с ним, и Тина явно ревнует. Они играют в игру, где нужно касаться друг друга ногами, чтобы сесть поближе к обогревателю. Никто не видит, что происходит под столом, поэтому они пинаются куда хотят. Фрей даже ставит ногу в неположенное место на ноге Куши. Все подключаются, и становится очень шумно. Никто не знает, чья это нога. Куши понимает, что все создают комфортную атмосферу, и ему становится очень спокойно. Наверное, он всегда хотел, чтобы его семья была такой. Но его старый дом сгорел. Тина хочет его утешить, но Минор ее опережает. В доме Кирии они часто сидят с младшими братьями и сестрами, чтобы делать уроки, и в итоге все засыпают прямо там, за уроками и с друзьями. Куши никогда раньше такого не делал. Афина собирается пригласить его на занятия, но Минор предлагает сначала позвать судью. На следующий день он приглашает судью в общежитие. Он так долго упрашивал, потому что она отказывалась из-за своего состояния, но в итоге она согласилась при условии, что он купит ей мороженое. Позже он приносит обогреватель в общежитие. Когда они заходят, там никого нет. Он удивляется, что никто не пользуется обогревателем. Обычно Сирен проводит все время, зарывшись под стол. Если там никого нет, они могут сосредоточиться на учебе. Куши почти засыпает, пока делает домашнее задание. Сирен же засыпает по-настоящему. Куши не может устоять перед соблазном, ложится и засыпает. Сирен просыпается от жары и собирается отругать его, но понимает, что он уже спит. Поскольку Куши еще не начал делать домашнее задание, Сирен помогает ему и выключает обогреватель. Ей становится холодно, и она выключает обогреватель. Он пытается спрятаться и случайно задевает интимное место Сирен. Его нога продолжает дрожать, и Сирен наслаждается этим. Неожиданно она видит эту сцену, и Сирен в панике бросает обогреватель на Куши. Позже будет большое косплей-мероприятие, и Фрей должна в нем участвовать. Она прощается с Куши и уходит. Куши решает убраться в общежитии, и Фрей просит его прибраться в ее комнате перед уходом. Она говорит, что там не так уж грязно, но когда он заходит, там настоящий хаос. Афина помогает ему. Пока они убираются, они слышат шум из комнаты Сирен. Кажется, что комната вот-вот взорвется. Афина выбегает и видит, что Сирен висит на подоконнике. Когда Сирен срывается, Куши быстро подбегает и ловит ее. Благодаря его быстрой реакции Сирен приземляется благополучно. В комнате теперь опасно, и даже что-то пролилось. Тина снова пытается открыть дверь. В этот момент появляется Сирен. Он рад, что она пришла вовремя. Фрей должен был присутствовать на мероприятии. У Кирии вечеринка в честь окончания года. Минору в лаборатории, он рад, что судья пришла. Афина ревнует, потому что он нечасто ее хвалит, хотя она первая ему помогла. Они втроем начинают убираться вместе. Они идут в комнату Сирен, чтобы убраться там после того, как убрались в комнате Фрёя. Сирен не хочет, чтобы они это делали, она протестует. Она первая поселилась в общежитии, и вот уже больше года другие тоже стали там жить. Куши и судья тоже стали приходить чаще. И всего за год общежитие стало более уютным. Вместо того, чтобы игнорировать странную Сирен, все стали о ней заботиться.
но им все еще нужно убраться в ее комнате. Они решают сначала зайти к Минору и обнаруживают, что она превратила свою комнату в лабораторию с зоной для дезинфекции. Куши это очень нравится, но Минору говорит, что они осмотрят ее комнату в другой раз. Они возвращаются в комнату Сирен, и Афина угощает ее, чтобы уговорить позволить им убраться. Они находят много ценных вещей, которые Сирен хранит, и это не мусор, как они думали сначала. Минору находит алкоголь и напивается. Она пытается уговорить Афину выпить с ней. Афина по запаху понимает, что это крепкий алкоголь. Даже от запаха она пьянеет. Пока Куши и судья убираются, у них заканчиваются веревки, чтобы связать вещи. Куши выходит на улицу поискать их. Выйдя из комнаты, он видит, что все три девушки уже пьяны. Миннау и Сирен засыпают, прислонившись к нему. Афина не хочет оставаться в стороне, поэтому тоже выпивает. Когда Афина пьяна, она всегда говорит то, что думает. Она спрашивает, почему он все время думает о судьи. Она не понимает, почему он думает не о ней, а о судьи, и хочет его внимания. Не успев договорить, она засыпает. Теперь Куши в очень опасной ситуации. Прежде чем он успевает насладиться моментом, судья находит его, и он получает нагоняй. Скоро Новый год, и Куши интересно, какие у всех планы. Минору собирается остаться в общежитии, потому что больше увлечен исследованиями, чем вечеринками. Куэ тоже планирует остаться, потому что уже была дома на Рождество, и если она поедет сейчас, то будет занята младшими братьями и сестрами. Сирен не раскрывает своих планов, просто говорит, что это не так уж важно и тоже остается. У Атины похожие планы. Все это заставляет его осознать, что он вполне доволен. Он соглашается с этим. Он не ожидал, что встретит Новый год со всеми. После того, как его дом сгорел, он и подумать не мог, что встретит Новый год в таком теплом и дружном месте, как общежитие, где все чувствуют себя как одна семья. Услышав это, Минору решает устроить запоминающуюся новогоднюю вечеринку. Но ему нужно купить продукты для готовки, и идти одному не очень удобно, поэтому Минору просит Ану составить ему компанию. Но она занята чем-то другим, поэтому Кирия идет с ним за покупками. Она остается, чтобы сделать ему новогодний подарок, а они с Кирией идут в супермаркет за продуктами. Кирия спрашивает, должны ли девушки уметь готовить, и вдруг Куши падает на пол. Тина, которая только что закончила подарок, вбегает в комнату, когда Кирия сообщает, что он упал в супермаркете. Фрей услышал новости и поспешил домой, чтобы крепко обнять его, но Тина остановила его, потому что у него была высокая температура. Они измерили ее и поняли, что у него жар. Они начали обсуждать, как лечить простуду, подчеркивая важность отдыха, хорошей еды и сексуальной медсестры, которая, по их мнению, была необходима для выздоровления. Услышав это, Фрей тут же переоделся в медсестру, а Кирия приготовила ему яблочный сок. Сьюзен нашла эту ситуацию забавной и принесла еще фруктов, чтобы помочь. Кия собиралась разрезать дуриан, но они ее остановили. Сьюзен тоже прибежала, услышав о его болезни. Она тщательно его осмотрела и приложила свой лоб к его лбу, чтобы измерить температуру. Измерив температуру, она прижалась к нему лицом, смутилась и упала на него. Сьюзен потеряла сознание, и Минору с Анной отвели ее в другую комнату, чтобы она отдохнула. Когда они уходили, Фрей каким-то образом оказался на кровати Куши. Она, услышав странный звук, обернулась и увидела, что Фрей соблазнительно ведет себя по отношению к нему. Она вмешалась, чтобы убедиться, что с ним все в порядке. Но она поскользнулась, упала на него, ее одежда слетела, и у нее пошла кровь из носа, прежде чем она потеряла сознание. Чтобы дать ему отдохнуть, Фрей и Кирия вывели Тину из комнаты. Теперь, когда он отдохнул, они разделили домашние обязанности. После недолгого отдыха ему стало немного лучше. Выйдя из комнаты, он столкнулся с Кирией, которая стирала белье, и предложил постирать его одежду. Но когда она собралась понюхать ее, то передумала. Благодаря заботе Фрёя и Сирены он выбежал из комнаты без одежды, поэтому Кирия помогает ему найти что-нибудь из одежды. Но одежда порвалась, и он остался в одних шортах и футболке. Тина хочет приготовить ему поесть, но в холодильнике нет яиц. Сирена, которой интересно, что внутри у яйца, разбивает их и съедает все до единого. Она думает, что они похожи на Луну. Минору советует Тине использовать новую приправу, которую она, конечно же, не хочет. Но Минору настаивает, и пока они спорят, приправа случайно попадает в еду и происходит взрыв. Одежда Минору и Тины тоже меняет цвет и состояние. Увидев это, у Куши снова поднимается температура. С утра она не спадает. Все местные клиники закрыты на праздники, поэтому им приходится по очереди ухаживать за ним. Она искренне просит остаться и поухаживать за ним. Она заботится о нем всю ночь, но температура не спадает. Куши зовет Ану по имени. Он берет ее за руку и вспоминает их встречи, начиная с первой и заканчивая сегодняшней. Постепенно он засыпает. На следующее утро, когда он просыпается, она лежит рядом. Он понимает, что она ухаживала за ним всю ночь. Оправившись от болезни, он возвращается к работе.
Она дарит ему подарок, сделанный своими руками, пару перчаток. Вспомнив, что сегодня канун Нового года, он решает пойти за покупками и приглашает Анну с собой, на что она с радостью соглашается. Остальные тоже решают пойти с ними. Как они могут оставить Анну одну? В этот момент приходит судья, и они все вместе отправляются